Всем здорово, народ! Как вы уже поняли, Близзарды со своими ранними доступами вносят смуту для рядового игрока, потому что у нас сейчас несколько дат выхода контента. Поясняю, смотрите. Значит, первая часть, ранний доступ. Он уже стартовал, он уже активен, прямо сейчас проходит. Я, кстати, все это дело стримлю, залетай на твичуку по этому поводу. Ну и так вот, в рамках данного раннего доступа есть некоторые ограничения, о которых мы поговорим чуть позже. Вторая, соответственно, дата — это 3 марта, когда ранний доступ заканчивается, и WoW Midnight официально, да, будет доступен для всех игроков, и неважно, предзаказывал там Epic Edition или покупал обычное издания. И вот именно 3 марта уже будет, да, доступна большая часть контента без вот этих урезаний, но все еще не все 100%. Потому что у нас существует третья дата, а именно 17 марта, когда уже, по сути, стартует первый сезон, и вот там-то пойдет жаришка. Соответственно, прямо сейчас я вам расскажу про все эти 3 этапа, какие у нас есть ограничения, разберем как PvE, так и PvP составляющую, поэтому всем приятного просмотра, погнали! Народ, в этом видео нет рекламы благодаря вашей поддержке на Бусти. Поэтому, если есть такое желание поддержать мой канал копеечкой, приглашаю на свой Бусти. Там, кстати, есть доп-контент и личный чат, где можно мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Все, погнали смотреть видос дальше. Итак, в рамках раннего доступа, прямо сейчас, что нам доступно? Во-первых, понятное дело, это прокачка до 90-го левела, прохождение кампаний, чем я вам и рекомендую заняться, потому что как минимум за одного персонажа лучше всего пройти кампанию полностью на все 100%, именно выполнить основные сюжетные квесты. В принципе, конечно, можно не проходить кампанию, как это было и в ТВВ, но все равно это накладывает некоторые на вас неудобства. И вот все равно, даже в рамках War Within, да, в прошлом аддоне, мне вот пришлось по итогу все равно пройти всю кампанию, хотя я очень этого делать не хотел. Естественно, раз уж нам доступно прохождение кампании и прокачка, нам доступны все новые локации. Также прямо сейчас вы можете прокачивать себе известность с различными фракциями, заниматься хаусингом, пощупать всю эту систему, проходить вот эти соло-данжи, которые вылазки с 1 по 7 тир, а также нам доступны подземелья в обычном и героических сложностях, соответственно, без эпохальных пока что подземелий. В раннем доступе доступа к эпохалкам у нас нету. И также уже можно пощупать новую систему охоты, но только в нормальной сложности, к героической сложности доступа тоже пока что нет. Касаемо, кстати, подземелий, да, которые вот пока что в обычном и героических сложностях нам доступны, доступ к ним открывается по мере прохождения сюжета. Например, первая подземка, а именно шпиль ветрокрылый, насколько я знаю, она будет нам доступна сразу же, как только мы пройдем там 2-ю или 3-ю главу кампании на первой же локации. Но также еще есть второй способ получения доступа, скажем так, к этой подземке, это получение 81-го левела. И для всех других подземок тоже, по сути, есть 2 пути, как можно к ним пробраться. Это либо выполнить необходимое задание, либо апнуть необходимый левел. При этом, опять же, повторюсь, при достижении 90 уровня, вне зависимости от того, проходили вы квесты или нет, все подземелья станут вам доступны. Если мы говорим про PvP составляющую, да, какие у нас ограничения есть и какие есть возможности в рамках раннего доступа до 2 марта. Во-первых, у нас сбрасывают всю честь, которую мы нафармили в рамках War Within, соответственно, вся у нас валюта пропадает. Максимальный кап чести сейчас для каждого персонажа на аккаунте составляет 4000 единиц, и при этом передача чести внутри отрядов невозможна. Это ограничение у нас будет работать в рамках, опять же, раннего доступа. Плюс ко всему, даже снаряжение вы сейчас никакое за честь прикупить не сможете. То есть, по факту, единственное, чем мы сейчас можем заниматься до 2 марта, да, в PvP, это просто бегать БГшки по фану, забирать вот эти airdропы, которые падают на локациях, ну и, по сути, все. А вот 3 марта, когда уже в общий доступ выйдет игра, соответственно, и станет доступна для всех, будут открыты следующие возможности. Давайте начнем с PvP. Так будет более плавно. Обнулятся для всех наших персонажей очки завоевания, которые мы получили в War Within. При этом жетоны крови из дополнения в War Within тоже обнулятся для всех персонажей. Кап очков чести вырастет. У нас было 4000 до 3 марта, станет 15000 после, соответственно, 3 марта. Для каждого персонажа у нас, да, будет кап именно в 15 косарей. При этом появится уже возможность, соответственно, покупать шмотки за честь. А вот шмотки за завоевание покупать все еще будет нельзя. Нужно будет дождаться начала 1-го сезона. И, кстати, даже в общем доступе, даже с 3 марта у нас до сих пор не будет возможности обмениваться честью между персонажами отряда. То есть, по факту, если вы хотите за нескольких персонажей вырываться в первый PvP-шный сезон, да, прямо сразу, вы должны за каждого персонажа отдельно, по сути, фармить себе честь, чтобы уже неплохой такой стартовый экип иметь.
Вот такие вот дела. Этот второй пласт ограничений будет действовать до 18 марта. Теперь переходим к ПВЕшным ограничениям с 3 по 18 марта соответственно. Ну и не только про ограничения, а про еще и, соответственно, возможности, которые с 3 марта появляются. Значит, ПВЕшные, да, новиночки. Союзная раса Хорониров у нас станет доступна для получения, соответственно, и для прокачки игровых персонажей. Нам нужно будет пройти кампанию по повышению уровня в зоне Харандар. И, соответственно, даже если вы в рамках раннего доступа уже сделали это задание, до 3 марта Хорониры вам будут недоступны. Еженедельные задания по профессиям нам станут открыты с 3 марта. Также нам станут открыты квесты в Аркантине. Это вот эта новая таверна, да, где можно будет встречать разных спутников. Для охоты нам откроется героический уровень. Типа не базовый нормальный, да, а уже более сложный какой-то. И также мифик 0 подземелья нам станут доступны. И вот если мы говорим конкретно про мифик подземелья, то там нужно будет подождать нормального старта не 17 марта, а аж 24, опять же, если верить тому, что пишет WoWhead. Это у нас будет, соответственно, предсезонный период. До 17 до 18 марта, там в зависимости от региона. И вот когда первый сезон уже стартанет, там снова будут у нас новые, так скажем, таймгейты, но уже они более широкие. Для ПВП с 18 марта у нас наконец-то появится возможность передавать честь между персонажами в рамках отряда. Можно будет начать фармить, соответственно, валюту завоевания, именно вот эту рейтинговую PvP-шную валюту. Сначала у нас будет лимит 1600 единиц, и каждую неделю он будет увеличиваться на 800. Появится возможность, соответственно, покупать шмотки уровня завоевателя, да, за очки завоевания. Можно будет начать фармить кровавые жетоны. Также будет лимит в 1600 единиц, и каждую неделю будет увеличиваться на 800. Ну и, соответственно, шмотки тоже за кровавые жетоны мы уже сможем покупать. Если собрать все в один понятный план, то примерный маршрут выглядит следующим образом. Для начала нужно одного основного своего персонажа довести до конца сюжетки. Вот пройти ее полностью, чтобы все квесты были выполнены. Кампания должна быть пройдена, народ, это вам точно облегчит ваше бытие в рамках Вова. Шаг второй, который на самом-то деле может быть для вас шагом номер один, но если вы голдфармер, вы и так это знаете. В общем, в рамках раннего доступа вам, естественно, выгодно собирать ресурсы. И для голдфармеров это вот прямо золотая эра нескольких дней. Да и, в принципе, весь ранний доступ по факту влияет, ну вот максимально только на голдфармеров. Для всех остальных условия максимально идентичные практически. И вот, по сути, если вы позанимались голдфармом, и если вы за одного персонажа прошли всю сюжетку, все, в рамках раннего доступа вам остается только копаться в билдах, правильные там для себя какие-то таланты определить, какой спек вы хотите бегать, тоже понять. Ну и в целом уже готовиться именно к 3 числу. Там уже пойдет у нас следующий пул задач. Когда откроется мифик 0 подземелья, нужно будет пройти каждую из этих подземок, чтобы понять вообще, что вас ждет, какие спылы у боссов, и определить уже какие-то маршруты. Посмотреть там парочку видосов на ютубе будет не лишним. Если вы танк, опять же, понятное дело, для вас максимально важно определить маршруты, как там боссов ставить, и вот это вот все дело тоже изучить. Ну и понятное дело, да, вот хотя бы по одному разу нужно каждую подземку в мифик 0 пронести. Это будет полезно. Если ты PvP игрок, тебе критично важно до 17 марта, до старта первого PvP-шного сезона, прокачать себе столько персонажей, сколько ты планируешь, соответственно, врываться в этот самый первый сезон. Потому что именно с 17 числа нужно будет отбивать капы по очкам завоевания, капы по очкам, соответственно, кровавых жетонов, ну и, естественно, фармить шмот за честь, но это уже так. По факту, это вроде бы как все, чем сейчас действительно есть смысл заниматься. Я могу быть не на 100% уверен в рамках PvE прогрессии, вот важно там прокачать себе персов или не важно их качать, но в общем напиши мне в комментарии, если я что-то упустил. Но в рамках PvP, опять же, здесь все предельно просто. Самое главное, до 18 числа прокачать себе необходимое количество альтов. Вот такой вот видос, народ, пишите ваше мнение в комментариях по данному поводу. Что думаете, ранний доступ в топ-контент или максимальный скам от близов? Мое мнение вы уже знаете. Напоминаю, что у меня есть телега, что у меня есть Twitch, перелетайте, там стримы у нас проходят, соответственно. На этом видос буду, народ, заканчивать. Всем удачи, всем прогрессив в PvE, всем на сегодня. Пока!